Просто помни меня. Мне холодно, 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 помни меня. Вот Гарик Бурито, я волею судьбы по профессии режиссер, по призванию музыкант. Этими перьями белыми укрывая внизу города. В этих районах мы скроемся наверняка. Наши сердца не разлучит никто никогда, никогда. Родом я из города Ижевск, но понимаю, что уже большую часть жизни прожил в Москве. Отсюда любимое место в Москве. Первое. Самое любимое место в Москве у меня ВДНХ. Так сложилось с юности. Я помню, что когда, будучи еще совсем юным человеком, который занимался скалолазанием, я оказался в Москве проездом. Мы всегда ехали куда-либо через Москву, на любые там маршруты. И вот как-то однажды я там совершенно случайно оказался на ВДНХ и влюбился в это место. И, вы знаете, очень много как раз любви и событий связано с этим замечательным объектом. Я там и танцевал на улице, впоследствии долго с коробочкой ходил. И просто мне кажется, вот этот соцреализм архитектурный и вообще атмосфера ВДНХ навсегда в моем сердце. Ну и плюс из ВДНХ можно сразу попасть в ботанический сад, что тоже добавляет интереса любви. Второе место, мое любимое, это Барселона. Город Барселона, он прекрасен сам по себе. То есть это даже не могу назвать, почему. Скорее всего, как культурный объект, как культурное наследие, как жемчужина. Вот Барселона меня покорила. Это прекрасный, неповторимый город. И третье место, которое я люблю, это, наверное, скорее мы даже любим всей семьей, это остров Бали. Бали, как говорят. Это тоже уникальный по своему геологическому составу, по всему географическому расположению и уникальный, конечно, уникальное государство, уникальная природа. Вы там можете быть в джунглях, и на вулканах, и у моря, и океана, соответственно. И кухня прекрасная, и больницы чудесные. Просто, вот, наверное, пожалуй, 3 места. ВДНХ, Барселона и Бали. По возрастающей, да? Забери меня, забери. Забери меня с собой. Я не просто люблю путешествовать. С путешествиями у меня связано все в моей жизни. Начиная с увлечения скалолазанием в юности, со школы. Это был, по-моему, первый выезд у меня вообще с секции скалолазания. Вот так вот уже был в 90-м году. То есть впервые я поехал и почувствовал вкус путешествия в 90-м году. Это был, я могу сказать, 91-й. Это был Туркменистан, Ашхабад, да. Ну, то есть это вот, моя жизнь очень плотно связана с походами. И, как выяснилось, все, что я делал в походах, пригодилось мне в жизни. То есть, вообще, вплоть до того, что даже умение вязать узлы потом пригодилось мне в моей деятельности, когда я учился в университете, потому что мы учились в театральном университете, и все декорации, все полотна, которые нужно было натянуть, мы делали своими руками, и мне знания узлов, такелажа очень пригодились. Вот. Ну и, соответственно, сейчас моя жизнь — это сплошное путешествие, одно большое путешествие. Это перелеты, это гастроли, это постоянно разные места, это постоянное движение. Поэтому путешествие, мне кажется, это основа моей жизни. Нам надо бежать туда, где есть солнце. Надо бежать туда, где есть снег. Где город не вспомнит о тех, кто в нем не был таким же серым, как он. Крым — это любовь давняя. Впервые здесь оказался в 92-м году.
в 92 году, и я в Крыму был много раз, но впервые здесь, под Ялтой, по-моему, да, в поселке Гаспро мы жили, облазили вокруг все здесь, все скалы, которые есть. Соответственно, тогда впервые я побывал и в Ливади, и в Воронцовском дворце, на Айпетре. Все это, конечно же, опять было связано с походами, с моей группой энтузиастов наших из школы под руководством замечательного Алексея Николаевича Лобыгина, который нам привил просто любовь к туризму, к путешествиям. Потом уже мы, понятно, Бахчисарай, Судак, Новый Свет. Ой, это да. И уже впоследствии с гастролями, по-моему, весь полуостров я объехал. Да, это любовь давняя. Давняя, надеюсь, взаимная. Быть счастливым всегда невозможно. Счастье – это не постоянное. И этот мир не создан только для счастья, скорее наоборот. Умение радоваться, то есть, или умение быть счастливым, оно не зависит от материальных обстоятельств. Ну, мы говорим сейчас о вечном счастье, если то, как таковое, в материальном мире его не существует. Вечное счастье вы обретаете только в единении с Божественным. Поэтому рецепта нет, у меня лично. Но рецепты есть в древних религиях, у древних риши, у мудрецов, у древних, наверное, не у древних, но и у нынешних просветленных. Еще раз помните, что счастье – это мгновение, которое невозможно удержать, да и не нужно. Вот и все.